Девчонки, всем привет! Сегодня я покажу вам, как нарастить ноготок полигелем самой себе на правой руке. Итак, давайте начнем и рассмотрим мои ногти сначала. На левой руке я переделывала маникюр вместе с вами. Тут я уже немножко коцнула фрезой, но ничего страшного. Пришлось пожертвовать своим ноготком от большого пальчика и аккуратненько его отрезать, для того, чтобы показать вам, как правильно нарастить полигелем ноготь на себе и достаточно немаленькой длины, чтобы он хорошо носился и ни за что не сломался в стрессовой зоне. Для начала все как обычно: подготавливаем ноготь, делаем маникюр и убираем полностью свободный край. Если вы посмотрите, то увидите, что ноготь у меня немного деформирован. Это с детства я его просто прищемила. Ничего страшного, я уже привыкла, поэтому всегда стараюсь все-таки носить покрытие. Итак, мягкой стороной, у меня это где-то 180, но я вообще это делаю без нажима, я шлифую свой ноготок. Очень важно, чтобы по одному месту вы не проходились много раз. Я убираю остаточки базы с предыдущего покрытия. И вот таким вот образом снимаю глянец с той части, на которой у меня уже было отросшее покрытие. Видите, здесь у меня все-таки не получается зашлифовать, поэтому я беру бафик и аккуратненько такой стороной, которая чуть-чуть погрубее, я зашлифовываю до конца. Очень важна правильная подготовка ногтевой пластины, чтобы не было никаких отслоек. Вот такой вот чистый ноготь у нас получился. На нем уже сделан маникюр, и посмотрите, я даже не без косяков. Вот здесь немножко я поранила себя, когда снимала покрытие. Рука у меня соскочила, все потому, что не было правильной точки опора. Итак, следующим нашим действием мы берем базу густую и наносим ее на всю ногтевую пластину тонким-тонким слоем. Я даже, знаете, как беру капельку и потом уже полностью кисточку вытираю и распределяю по ногтевой пластине. Все достаточно просто, ничего сложного. Посмотрите на мой мизинец от левой руки, он обязательно есть у меня точка опоры. Просушили, сняли липкость, и следующим нашим этапом это мы подбираем форму. Видите, уголочки моей формы повторяют хорошо точки вроста ногтя, но уголки немного топорщатся, поэтому кутикулу мы немного подрезаем наш шаблон. Примеряем, и вот он уже идеально встает, и теперь нам нужно сделать некоторые пометки. Мы помечаем точку вроста, прикладываем к нашему ногтю, который у нас уже есть, и помечаем длину. Следующим нашим действием я покажу, что нам понадобится. Нам понадобится жидкость специальная или обезжириватель, полигель и, конечно же, кисточка. Сначала мы выкладываем нашу длину. Кладем горошинку полигеля и формируем наш миндаль. Формируем сразу же миндаль, чтобы нам не пришлось потом больше пилить. И с заходом на основной ноготь. Видите, можно посмотреть в торец и сравнять толщину. То есть вот у меня, например, слева потолще, поэтому я немножко растягиваю. Просушиваю 30 секунд в лампе с мощностью 45 Вт. И добавляю уже полигель на основную часть. То есть первое мы просушили полигель. И теперь я добавляю на ту часть, где у меня будет мой ноготок. Не сушу. Посмотрите, как посмотреть сбоку. Видите, вот здесь не хватает полигеля. И вот здесь. Значит, нужно обязательно его растянуть. На форме к месту, где будет располагаться кутикула, полигель сводим на нет. И аккуратно переносим нашу форму на ноготок. Вообще с верхними формами работать достаточно интересно. Главное их правильно поставить, соединить и вообще главное правильно форму подобрать. Просушиваем, и вот такой ноготок у нас получился. Он немного длиннее, я всегда делаю длину с запасом немножко, для того, чтобы можно было
так скажем, выпилить красивую форму. Очень твердый получился. Так, у кутикулы у нас немножко вылез полигель, поэтому тоненькой фрезой мы должны это все аккуратно убрать. Проверяю стрессовую зону, очень крепкий ноготь, и он правильной архитектуры, просто за один раз вы никогда не сможете положить полигель таким слоем, он у вас весь просто выдавится, вылезет и так далее. Вот наши ноготки, осталось его только опилить. Придаю ему красивую форму. Обязательно сравниваю наши ноготочки для того, чтобы они получились одинаковыми. Ну а пока пилю, девчонки, хочу узнать у вас, наращивали ли вы себе когда-нибудь все 10 ногтей полигелем. Просто для меня это достаточно интересно, но я не скажу, что это очень простой вариант. Мне все-таки проще наращивать на бумажные формы почему-то. Хотя в случае с правой рукой, на правой руке себе не очень удобно наращивать на бумажных формах, то полигель и верхние формы – это наше спасение. Достаю камуфляж, который вы могли видеть уже в предыдущем видео. То же самое все делаю. Делаю небольшое выравнивание. Многие спрашивают, как же делать себе, особенно клиенты. Я показываю, что самое главное – это посмотрите на мой мизинчик и остальные 4 пальчика. То есть я очень хорошо контролирую свою руку. У меня обязательно есть точка опоры, у меня рука не на весу ни в коем случае. И френчи я рисую также. Самое главное, чтобы рука у вас была полностью зафиксирована, чтобы она ни в коем случае не находилась на весу, и тогда ваш френч обязательно получится. Я прорисовала усы гель-краской белой. Она густая, она не растекается и более плотно, так скажем, ведет линию. То есть никуда она у меня кисточка не отстреливает. И кисть довольно-таки длинная, да, для френча, чтобы она вела плавную линию. Проводим мы 2 усика и потом просто их соединяем. Заранее я выбрала длину френча. Нам осталось всего лишь скруглить. Видите, как я сильно упираюсь, даже сильно упираюсь целыми 3 пальчиками, а не одним. Это нужно для того, чтобы моя рука полностью находилась не на весу. И белым гель-лаком я закрашиваю наш френч. Осталось только тонкой кисточкой подправить некоторые недочеты. Девчонки, самое главное не бояться, работать с верхними формами на самом деле очень интересно. Полигель материал очень прочный, твердый, и носится это покрытие достаточно-таки хорошо. Ну а я покрываю ноготочек топом. Обязательно это делаю с выравниванием. Делаю это как обычно. Сначала наношу тонкий слой, а потом беру небольшую каплю и распределяю по ногтевой пластине. Это делаю для того, чтобы не было перехода от белой гель-краски к нашей камуфлирующей базе. Просушили, и вот такой результат у нас получился. Ноготь получился очень-очень прочным. Я это чувствую по своим ощущениям. Конечно же, не люблю ломать ногти. Сегодня я для вас отрезала его специально, пожертвовала, для того, чтобы показать, что себе на правой руке тоже можно наращивать ногти, но все-таки это удобнее делать верхними формами. Кому видео было полезным, интересным, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. И еще расскажите мне в комментариях, пробовали ли вы уже наращивание на верхние формы. Мне будет интересно, и расскажите, какой результат у вас получился. Подписывайтесь на мой канал. С вами была Таня. Всем пока!